Здравствуйте, дорогие зрители моего канала. Я, Андрей Медонос, приветствую вас из далекой сибирской тайги. Атукен, дикий мед, или еще можно так сказать об этой видеозарисовке: властелины меда, бортевая пасека. Что такое атукен и что такое этномед? Давайте все по порядку. Атукен с местного наречия – это священное место, место силы, древняя лечебница, где воины складывали оружие и вели переговоры. Атукен – это наше место, где мы живем и где мы добываем свой дикий чудо-мед. Атукен – это название нашей этнической музыкальной группы, состоящей из чулымцев и других коренных народов Сибири. Вы спросите, почему этномед? Этномед – это народный мед, мед малочисленного народа чулымцев, проживающего в Красноярском крае, в очень труднодоступном месте. Районным центром их проживания, только вдумайтесь, является деревня с удивительным названием Пасечная. На 500 километров в округе никаких фабрик, заводов, дорог и даже самолеты над головой не летают. Чистая вода, пчелы, тайга, могучие кедры. Я вырос с этим народом и тоже всю жизнь посвятил пчеловодству. А как хобби пишу песни, музыку для этого народа. И создал музыкальную группу Атукен, чью музыку вы сейчас слышите. Мы успешно ездим по различным фестивалям. Все наши песни о дикой сибирской природе и о человеке в нем живущем, о диком бортевом меде, добыча которого входит в 12 видов промыслов чулымцев и стоит наряду с такими промыслами, как заготовка пушнины, рыбы, охраняется государством. Бортевой мед – это жизненная сила и укрепление духа, сильнейший природный энергетик, дающий силу людям, живущим в этих суровых местах. Юрта на пасеке. Борть – это большая деревянная колода, аналог дупла, пустая внутри. Устанавливается в глухих местах дикой тайги, рядом с большими цветочными лугами, множество трав, растений, цветов. Или вешается на деревьях, подальше от медведей. Как правило, диким пчелам, которых в тайге изобилие, нравится поселяться и жить в этих дуплянках, что они с удовольствием и делают. А специальные ручки, как носилки, позволяют нам переносить их с места на место по всей тайге или заносить в амшанник на зиму, потому что зима у нас суровая, до минус 50. Все деревья померзают насквозь, пчелам зимой не выжить. Поэтому все бортия заносятся в амшанник, и пчелы зимуют в тепле. Благодаря этим ручкам удобно класть колоду на бок, предварительно окурив ее дымарем, лечебным дымом тлеющего трутовика, чтобы пчелы покинули на некоторое время свое жилище. Изымается не весь мед, часть остается вверху бортия. И когда бортий снова ставим вертикально, то пчелы мирно возвращаются в свой дом и с радостью обнаруживают, что верхняя часть совершенно не тронута. Умело открываем дно следующего бортия. Изымаем изнутри языки сот, полные ароматного лечебного меда. Пчелы никак не страдают, а с удовольствием существуют дальше.
Во время работы с пчелами чулымцы используют национальные костюмы и шапки, вышитые бисером, отделанные бивнем мамонтов. Они считают, что пчелам так больше нравится. Сопровождается все это ударами в бубен. Вокруг пасеки, на заборах иногда встречаются черепа разных диких животных. Чулымцы утверждают, что это помогает отпугивать медведей. Они разворачиваются и уходят, боясь того, что их черепа тоже повесят на этот же забор. Языки сот, изъятые из колод в деревянной кадушке. Пчелы стряхиваются гусиным перышком. Эта деревянная кадушка, полная медовых сот, подается в юрту, специально построенную недалеко для работы с этим медом. А в юрте установлен пресс из кедра. На местном языке он называется сосха. Это такой местный фольклор. Им и давятся соты. Чистый кедр, он имеет благоприятную энергетику. Все это очень ароматно, вкусно, красиво, очень впечатляюще. Вот мед потек по деревянному желобку. Это чистейший божественный нектар. Не касается никакого металла, не проходит никакого сита, а только мед, воск и дерево. Дерево, как правило, все тот же священный кедр. Люди не только в тайге, но и в мегаполисах в процессе жизни теряют свою энергию, и в организме происходит сбой. Отсюда недомогание, усталость, раздражительность и болезни. Сибирское чудо, бортевой мед в кедровой упаковке. Именно он помогает восстанавливать силы. Большую благодарность выражаем нашим партнерам, благодаря которым мы успешно существуем и расширяем свои пасеки. В России это компания «Натура Сибирики», первое решение, Organic Shop. Наш мед можно приобрести в их магазинах в Москве, в Питере, за границей. А за рубежом это Япония, с которой мы сотрудничаем около 10 лет. Японцы по достоинству проверили и оценили наш мед. И всегда очень рады приезжать к нам в гости на пасеку. Как и вот эта японка Йока. Видите, с каким удовольствием она благодарит нас за производимый продукт, за этот кедровый бочонок, полный ароматного таежного бортевого меда. ミネラルや栄養素がたっぷり入った、天然のサプリメントです。こういうのがやっぱ自然から取れるってすごいんです。ボルティアはすごくたくさんのミネラルと花粉とロウと、全部入っている。Подписывайтесь к нам на канал, ставьте палец вверх, заказывайте мед по ссылке под этим видео. Здоровья вам, друзья!